Первый вопрос. Кто такой Киритыч? Меня зовут Илья, фамилия Ульянов, мне 22 года. Родился я в Санкт-Петербурге, прожил я там 17 лет. В данный момент проживаю в Минске. Кто же я такой? Я самый обычный человек, самый обычный ребенок. Любил играть в компьютерные игры, с самого детства играл с 4 лет. Обычно я играл в игры, писал просто игры для мальчиков и играл больше в стратегии. Одна из самых любимых была Age of War. Кто знает, тот знает. Как познакомился с Дотой, да в целом я играл в Танки Онлайн, Warface, ну все вот эти базовые игры, Warmix. В Майнкрафт, к сожалению, я не играл, я играл в Копатель онлайн. Просто играли с пацанами из школы в Counter-Strike Source, и тогда была какая-то реклама ВКонтакте Стима, то, что там Дота есть какая-то. Начал играть, пацанам не понравилось, плюс у них мало FPS было, и так я продолжил играть в Доту. Мне очень зашла эта игра, я много играл, у меня было 15-20 FPS, но даже не понимал, что меня лагает. И как-то начал просто знакомиться с игрой, начал смотреть там стримеров, бустеров, Картман ЗБС, Альтаода, Кудес, я думаю, алды знают. И потом познакомился с киберспортом благодаря ставкам шмотками. Был такой сайт Dota 2 Lounge, там можно было ставить шмотками. Тогда я с курьера Шекбарк за 30 центов поднялся где-то до 150-200 долларов. Тогда я в целом познакомился с киберспортом, что это такое. И я начал следить за своим кумиром, из-за которого я в целом захотел попасть в киберспорт, это Мирок. Я за ним начал следить, когда он начал играть Monkey Business вот в этом стаке, вот когда только его начало было. И когда я видел, как Миракл поднял свой первый кубок, я такой, вот у меня слезы текут, я смотрю на него. Я так же хочу, ё-моё, боже, я хочу так же. И с того момента я начал прям трайхардить, много прям играть, вот появилась цель. Ну и дальше там уже ММР был, и там уже там первая команда была, но там уже это больше уже такая, это уже в другом видео мы расскажем. Как ты оказался в Bad Boom Team? Ну, наверное, я думаю, это просто череда каких-то рандомных моментов, даже, можно сказать, удачи, потому что я просто сидел, играл в паблике, меня неожиданно зовут заменом на Dream League с Тандыном. У нас неплохой такой коннект с парнями получается, сразу как-то вайб, просто как-то влился сразу в коллектив, и все получалось. То есть я просто выполнял свою работу, и, мне кажется, неплохой я себе такой, как бы, в команде фидбэк оставил. У ребят Ванек ушел в тундру, и парни рассматривали разные варианты на кэри. Один из кандидатов я был в списке. Мы потом списались, созвонились с Лукашем, сказал, что вот, как бы, тебя берем. Я был безумно рад, прям, yes! Ну, это, типа, вот прям искренне были эмоции, потому что, я очень давно мечтал поиграть с тир-1 ребятами, с тир-1 коллективом. Я понимал то, что, условно, разница между тир-1 и тир-2, просто колоссальная. То есть, чтобы стать там командой из тир-2 в тир-1, надо проделать невероятную работу, и чтобы каждый в этой команде человек просто выкладывался на максимум. Поэтому я был безумно рад, что мне такой предоставился шанс. Вот. И в целом так вот здесь и оказался. То есть я думаю, это просто такая цепочка, можно сказать, как я сказал, удачи, но если бы я, мне кажется, не ебашил, как говорится, не трайхардил, этого ничего и не было. То есть так вот случилось. Расскажи, как проходит адаптация, сколько, по твоему мнению, понадобится времени, чтобы сыграться вам как обновленному составу? В целом, пока что, мы сыграли вот только Blast, получается, с домов. Было тяжело, именно мне в первую очередь было тяжело играть, потому что люди, которые после инта, они все равно вот именно были более все равно заряженные и более как-то наигранные, вот как, не знаю, как это сказать. И мне было прям реально сложно. Словно, когда я играл в Dream League, не было ни Team Spirit, ни Тундры, ни Фалькон. Я условно вот прихожу в Амар the Fucker и Крита, прихожу там в 33-го, в Коллапсу, но видно, что лучшие оффлейнеры в мире, и против них реально тяжело стоять. И просто где-то у меня что-то не получается, где-то меня переигрывают. И я как бы пытаюсь адаптироваться, делать выводы, смотреть, изучать это, что не так я делаю, и развиваться. Поэтому, мне прям тяжело. Вначале было, сейчас уже проще. Сейчас уже я вот изучил, девелопнулся. Я думаю, мы в целом и так до этого, как скажем так, притерлись. Просто сейчас надо именно выстроить структурную систему тренировок, и чтобы мы как команда вместе делали выводы, развивались. Я думаю, месяц, то есть в течение месяца уже плюс-минус все будет понятно. То есть я думаю, уже через месяц полностью адаптируюсь и посмотрим, как все будет происходить и как будем играть. Расскажи, какие у тебя цели на этот сезон?
Для себя цели ставлю, на самом деле, просто простые. Я хочу просто выкладываться в каждой игре, в каждой тренировке, каждый день просто на максимум своих сил, делать выводы и просто развиваться. То есть просто делать свою базу. Я не строю себе никаких ожиданий, потому что я просто понимаю, что если буду какие-то строить ожидания и что-то будет не совпадать, просто будет эмоционально очень тяжело это перевозить. Плюс я сам по себе эмоциональный человек, и мне проще, когда я просто ко всему просто отношусь и выкладываюсь просто на максимум. Таких глобальных целей нету. Просто я хочу стать стабильным тир-1 игроком, который будет стабильно выступать на тир-1 турнирах, быть игроком, который будет достоин забирать первые места с командой Bad Boom Team, с пацанами. Вот, поэтому тут такие вот простые цели. Расскажи, с кем из игроков этого состава у тебя на данный момент самый тесный контакт? Самый тесный. Да, если честно, у меня со всеми ребята самые тесные, но если в последнее время мы прям много общались, я и с Ладосом общался, и с Матюхой мы там про качалочку много общались там. Да не знаю, я со всеми ребятами много общался. Прям конкретно, что с кем-то прям очень много нету, просто, чуть больше, наверное, с Матюхой и с Ладосом. В чем главное отличие игрока тир-1 команды от игрока тир-2 команды? В первую очередь, главное это в стабильности. Тир-1 игрок, который уже давно выступает на сцене, да, он стабилен, то есть он стабильно знает, что ему надо сделать. Так, мне надо такой распорядок дня, мне надо сделать это. Чтобы себя хорошо чувствовать в хорошей форме, мне надо сделать это. В моей команде надо сделать это. И то есть у него четко есть понимание, как его команда, чтобы она стабильно выступала. Но мне кажется, главное различие это стабильность. А тир-2, понятное дело, что он может стрельнуть, да, показать какой-то крутой перформанс, а потом как-то опять хреново играть. Это и есть, мне кажется, вот разница между тир-1 и тир-2. Ну, а потом уже, если прям в детали углубляться, это какие-то знания, там, опыт, и вся вот эта бла-бла-бла. А думал ли ты, что в будущем станешь игроком Bad Boom Team, когда тебя пригласили с Тендином на Dream League? Если честно, я об этом не думал, потому что эти, мне кажется, мысли могут тебя съедать и мешать тебе показывать хорошую игру. И во время турнира я об этом не думал. После турнира я понимал, что есть там условно микрошанс, да, то, что условно меня могут рассматривать как кандидатуру, и то, что возможно так случится, то, что именно меня возьмут, то есть при каких-то определенных условиях. Я это примерно понимал, но, если честно, я об этом особо не думал, просто старался дальше работать и развиваться, потому что если я сидеть буду надеяться на этот вариант, и он не получится, тяжело от этого будет, от этого удара восстановиться. Но, как говорится, то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Ты откалибровался на 1000 ММР и потом апал рейтинг. Какой совет можешь дать будущим киберспортсменам с 1000 ММР? Если честно, прям какого-то конкретного совета нету. То есть, условно, я, как и любой работяга, обычный человек, школьник, просто играл 4-5 игр в день после школы, да, там, когда уроки сделал и все такое, с пацанами. То есть, я просто играл, потому что мне нравилось. То есть, мне просто нравятся компьютерные игры, я просто играл. Главный совет, наверное, просто получать удовольствие от игры. И я просто кайфовал от этого. Вот. И как-то так получалось, то, что я как-то развивался, условно следил там за другими, более сильными игроками, как говорил, там стримеры, потом там какие-то проигроки типа Рамзеса, когда в то время стримили. И просто как-то смотрел, учился, что-то повторял. А потом, когда я понял, что, если у вас прям четкая цель, что вы хотите стать киберспортсменом, то вы должны понимать, на что вы идете, от чего вы будете отказываться. То есть у вас должно быть четкое понимание, что вы идете, и вы должны идти до конца. Нельзя сворачивать, что бы ни случалось. Как бы вам не было тяжело, как бы вы не падали, вы должны понимать, что надо вставать, надо бороться и быть готовым к самому худшему. Мне кажется, когда ты идешь с самых низов, ты должен понимать то, что будет тяжело, будет не получаться, но ты должен бороться. Просто бороться и верить в себя, верить, что ты добьешься, верить, что ты сможешь достичь. Даже если у тебя нету ни знакомых, ни друзей, ни знаний. У меня этого ничего не было, но я просто верил, что я смогу, и делал выводы и развивался. По-другому никак. Через много-много труда, очень много труда. А когда вот ты сам почувствовал, что ты сможешь стать киберспортсменом? Когда я понял то, что мне было лет 14-15, на то время у меня достаточно был большой ММР, я тогда в Питере ходил на... Там миксы назывались, то есть, я думаю, кто шарит, тот знает, вот так и назывались миксы. Я тогда понимал то, что условно, у меня там было 7000 ММР в 15 лет, и это реально считалось много, среди тир-3 условно. И я понимал то, что, нормально. Вес есть небольшой, есть, как говорится, и дальше надо с этим работать.
Ты начинал как мидер, почему сменил позицию? Ну, в целом, почему я как бы мидера начинал? Ну, Miracle, как бы на инвокере там играл на всех этих героях. Мне в целом очень нравилась мид-позиция, с нее было очень легко разыгрывать, то есть ты выиграл мид, и дальше мог там влиять на игру, и очень было легко в целом побежать игры. Но у меня был переломный момент, когда мне было там 6-500 ММР, я играл на миду, я проигрывал всем линии, я просто в сопле всем проигрывал матчапы. И когда я играл на кэри, я все игры, грубо говоря, почти побеждал. Я понимал то, что у меня на кэри лучше получается, и поэтому я решил дальше играть на кэри. Но спустя года я понял то, что это был переломный момент, где я мог стать либо мидером, либо кэри. Выбрал более в тот момент более простой путь для того, чтобы апнуть ММР, потому что цель была простая — апнуть 7К. Что важнее, паблик, официалка или Battle Cup? Конечно же, Battle Cup, потому что там можно найти прекрасных людей, друзей и почувствовать вкус компетитива доты. Ты говорил, что так сильно токсичил, что тиммейты отказывались с тобой играть. Как фиксил это? Ну, прямо именно то, что в командах такого не было, это именно больше в пабликах было. Я просто был... Ну, короче, я смотрел Алоху, который кривлялся, кричал, смотрел на Рамзеса, которые кричат, ну и все. Но я также кричал. Но это ненормально было. Я как бы это понимал, то, что это мне просто мешает играть. То есть, ну, я от этого не избавился. То есть, когда у меня, условно, очень плохое настроение или я эмоционально слабый, я чувствую, что такое, ну, у меня все триггерит, я могу подгорать, но я стараюсь все равно это контролировать. В спортзальчик пойти, поотжиматься, там, побегать, там, с 1 на 10 пешком подняться. Это хорошо помогает, кстати, если у вас что-то не так в жизни происходит. Я эмоциональный человек, я понимаю то, что это не пофиксить просто. Я просто могу к этому относиться проще. Но главный триггер, наверное, стал, когда я был тысячником. Я фпшил Джиггернаута. Я считал, что я хочу только на кэри, я должен играть на кэри. Со мной чел тоже там пикнул тролля на кэри, и со мной тогда Фишман был. И мы, получается, пошли дабл кэри, ну все, игра автоматически проигранная, и я там пишу челу гадости, чел мне пишет гадости, и Фишман просто пишет: вы оба, ну, ничтожество, вы просто оба мусор, вы никто в этой игре. Почему вы не можете просто взять заролить, и кто-то поет на сапа, а кто-то на кэри? И я после этого момента стал больше ролить, потому что я понял, что, ну, у меня задача апнуть Пэтеса, да, чтобы попасть в команду, надо апнуть Пэтеса, сидеть там, фпшить героев, как бы это меня далеко не приведет ни к чему, потому что я на том же, грубо говоря, ММРе буду сидеть или сливать. Вот, и после того момента я начал, как бы, ну, более к этому осознанно подходить, ну и дальше, как бы, сам начал включать свою осознанность, то есть, там, психолог помогал тоже, когда начинал вот в командах играть, вот в Немиге у нас был психолог, он достаточно тоже прокачал именно эмоциональный интеллект, можно так сказать. Не думает ли Киритыч сменить ник на Копатыч? И как относишься к шуткам вокруг никнейма? В целом, изначально, когда этот ник я делал, у меня и была изначальная цель, то, что чтобы его можно было по-разному коверкать. Мне просто нравится то, что когда можно один и тот же ник, разные люди из разных стран могут по-разному произносить, читать. Мне казалось это прикольно, поэтому это изначально было. Мне просто очень сильно впечатлило аниме Сао, Sword Art Online, и главный герой Кирита. Я поставил себе ник Кирита, и я играл там в Faceit Лигу, там с 5К, 6К ММР челами. И у меня какой-то парень, там у него прям микрофон был с завода, ему лет, ну, как будто 30-35 было, у него прям такой грубый был голос, прям микрофон такой, ну, заводчанин прям как будто был, он прям после работы приходил, как будто бы, и просто по фану играл. И он меня именно называл Киритыч, я такой думал, Киритыч, типа папич, что-то в этом есть. Потом пишу на английском, типа, как это пишется, Киритич, Киритыч, Киритуч, неплохо звучит, кстати. И подумал, блин, ну реально прикольно выглядит, можно такой себе ник поставить. Я такой себе ник поставил, и условно там какие-то японские челы, там какие-то корейцы просто могут там по-разному коверкать, очень смешно, мило. Я подумал, блин, прикольно, просто плюс вайп. Почему ты пьешь воду из 5-литровок? Этот сегодня вопрос мне задали уже 3 раза в разных медиа-активностях. Но на самом деле, почему именно я пью, ну, во-первых, я 6-литровый пью. Да, важно уточнение, все-таки 5 и 6 это разница есть. На самом деле просто в первую очередь это из-за цены. То есть, условно, бутылки, если ты покупаешь 1,5-литровые, да, закупаешь, они будут дороже, чем ты покупаешь 6-литровые. Самое выгодное, это, очевидно, покупать там вот эту вот 25-литровую, вот эту огромную помпу. Но мне с помпой просто сидеть вот этот вот выкачивать воду, не знаю, просто мне никогда такое не нравилось. И в целом я просто водохлеб, я в день пью по 2,5-3 литра воды в день. Вот, я очень люблю воду, просто мой любимый напиток, райское баунти наслаждение, когда я пью воду. И поэтому я за 2 дня, грубо говоря, выпивал одну эту бутылку, 6-литровую, и просто было выгодно. То есть я покупал ее на 2 дня, вода в целом не портилась по вкусу, потому что если там больше 2 дней проходит, она уже начинает такой вкус неприятно становиться.
я это называю вода тухнет, короче. В первую очередь из-за того, что просто это выгодно. Ну и плюс, ну, так поподнимать, типа, чтобы руки адаптировались, типа, тоже какой-то в этом вайп есть. Плюс, если надо было на улицу выйти купить в магазин воду, я с 2 6-литровыми шел в попыхах. Ну, короче, в этом что-то просто есть. Вот, и поэтому уже просто привычка. Дома заказываем просто 6-литровые, там, 20 или 40 мы баклажек этим заказываем и пьем.